Какая женщина не подвластна нарциссу? Мы с вами сегодня разберем такую вот тему, почему нарциссы одних женщин выбирают, а других обходят стороной. Какие-то такие качества могут быть у женщин, что они как-то вот не подвластны нарциссу, и как эти качества у себя развить. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, какие же качества в личности женщины, они как бы вот нарциссу не подходят для того, чтобы с ней коммуницировать и пытаться ей манипулировать. Если вам интересно в этом разобраться, можете сразу ставить лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. И первые женщины, которые не подвластны нарциссу, это нарциссы, которые уважают себя и свои границы. То есть такие женщины нарциссу не подвластны. Он, скажем, старается ее обесценить, а она как-то вот, ставит его на место и не пытается заслужить любовь, понимаете? Вот бывает такая ситуация, когда нарцисс, скажем, находится в отношениях с женщиной и постоянно как-то ей так подкапывает, что то у тебя не очень хорошо, на работе у тебя не очень, выглядишь ты не очень, тебе надо как-то бы, вот, там, не знаю, лучше бы выглядеть, ты как-то вообще на любителя. Там, и как-то он потихонечку постоянно так вот ее отравляет. Если женщина по каким-то причинам все это так вот малой дозой, такой малой порцией съедает, то в конце концов она потом привыкает к тому, что он в принципе ее ни во что не ставит. Если же она сходу говорит, что нет, я считаю, что я такая, какая я есть, а вот то, что ты мне говоришь, мне неприятно, то я вообще не собираюсь заслуживать твою любовь. Если тебе не нравится со мной быть, значит тогда надо как-то передоговариваться, можно расходиться. В таком случае нарциссу совершенно сложно манипулировать такой женщиной, потому что как будто бы нет не за что зацепиться манипуляцией. Вторая категория женщин, которые нарциссу не подвластны, это женщины, у которых нет страха одиночества. Потому что нарцисс тоже часто этим манипулирует. Вот как только как-то вот ты вроде ведешь себя не так, как ему нравится, он начинает как-то прямо или косвенно намекать, что я уйду, что у нас с тобой все закончится. Если женщина боится одиночества, вот этот вот страх того, что он уйдет, он начинает настолько пугать, что она согласна на все. То есть получается, она как бы ведется на этот шантаж, на этот блеф. Если женщина не боится одиночества, если женщина идет в отношения не потому что ей нужно убирать это одиночество, а потому что она хочет получить, собственно, вот эти вот хорошие, здоровые отношения, то если мужчина, нарцисс, ей говорит, что если ты будешь себя как-то вести не так, как мне нравится, я от тебя уйду, ей это вообще не пугает. Я здесь не про то, чтобы там кто-то ушел или не ушел. Мы либо с тобой выстраиваем такие отношения, которые нам нравятся, либо если нет, то тогда зачем это вообще нужно? Как говорится, несчастным можно быть и одному. То зачем быть несчастным в отношениях? Отношения нужны для того, чтобы быть лучше, быть какой-то такой прибавочной, какое-то вот счастье получать. Третья категория женщин, которые не подвластны нарциссу, это женщины, у которых есть достаточная эмоциональная независимость. И независимость, знаете, от похвалы. Потому что нарциссы часто формируют такие отношения немножко инфантильные, где нарцисс свою женщину как-то хвалит, как-то он ей делает какие-то комплименты. Вот на этапе лавбомбинга он там ей рассказывал, какая она самая прекрасная. И вот женщина становится зависимой от этого. Особенно если у женщины в отношениях с мужчиной сквозит немножко такое что-то вот детско-отцовское, такое дочерне-отцовское. И вот в таком случае нарцисс может манипулировать тем, что вот если он чуть-чуть прикрутил краник своих вот этих какого-то своих комплиментов и своей похвалы, женщине очень тяжело может быть, если она эмоционально зависима от похвалы. Поэтому тут очень важно, чтобы вы были достаточно эмоционально зрелый и самодостаточный, и, собственно, ваша самооценка зависела в большей степени от вас, а не от окружающих. Потому что если ваша самооценка значительно зависит от окружающих, в случае, если вы оказываетесь в отношениях с нарциссом, он же вас изолирует и становится таким вашим монополистом, так сказать, в том, чтобы вас хвалить или не хвалить, то вы оказываетесь прямо зависимы от него. То есть он отнимает у вас единственный какой-то способ поднятия своей самооценки. Он становится тем человеком, который вам говорит, окей вы или не окей. Поэтому в этом случае нужно работать с опорой на внутреннюю оценку себя, на внутреннее понимание того, кто ты такая и чего ты вообще стоишь. Четвертый тип женщин, которые не подвластные нарциссу, это женщины, которые, знаете, лишены комплекса спасателя. Потому что бывает так, что нарцисс начинает женщине с самого начала рассказывать о своем тяжелом детстве, о каком-то своем предыдущем браке тяжелом. И у женщины бывает, что есть какое-то желание поспасать, особенно если женщины, это в принципе ей характерно. Она там, скажем, с помогающей профессией, сама любит помогать всем окружающим, своим родственникам, не знаю, животным помогает. И вот тут появляется такой нарцисс, такой человек-беда, и она начинает прямо к нему тянуться. Конечно, у нее столько проблем, начиная его спасать. Особенно это касается скрытых нарциссов или нарцисс уязвимый тип. То есть это человек, который получает нарциссический ресурс, жалуясь на свою жизнь и постоянно какие-то продуцируя какие-то проблемы, часто вымышленные, которые другой человек должен как будто бы, решать из-за него. Поэтому тут очень важно понимать, есть ли у вас комплекс спасателя,
насколько он развит, можете ли вы его как-то реализовать в каком-то просоциальном таком ключе, ну, например, не знаю, там, быть, не знаю, там, волонтером, там, врачом, преподавателем, ну, где-то в помогающих профессиях, или вы это, вот, так сказать, в своем ближнем круге его реализуете, потому что тоже такой вопрос, если ты занимаешься спасательством, как, ну, для тебя профессия, это один вопрос, а если ты сам себя лечишь, что ли, об свое спасательство, то здесь как бы пострадают и окружающие, и ты. Пятый тип женщин, которые недоступны нарциссу, это женщины, которые умеют разрывать токсичные связи. Вот это вот очень важно. Мы не знаем, вот когда вступаем в отношения, окажется ли этот человек нарциссом или нет. Но когда мы это уже понимаем, когда мы это чувствуем, здесь очень важно уметь достаточно осознанно как-то разорвать токсичную связь. Ну вот такой пример. Женщина терпела какое-то обесценивание мужчины-нарцисса, какие-то его, не знаю, токсичные манипуляции неприятные, решила от него уйти. Он старается ее как-то вернуть, но она как-то понимает, что нет, я ушла не потому, что это, скажем, какая-то была обидка там, или какой-то там импульсивное действие с моей стороны. Нет. Я ушла, потому что я приняла решение. Я оценила, что те взаимодействия, которые у нас были до этого, они были вот с такими элементами токсичности. Меня это разрушало. Я ухожу, и, соответственно, дверь уже закрыта. В таком случае для нарцисса такая женщина просто такой неприступная крепость, потому что нарциссы любят, знаете, вот это вот на грани взаимодействия. То есть он постоянно тебя как бы практически выталкивает из отношений, но как только ты собираешься уйти, он тебя втягивает обратно. Если вы умеете сами принимать решение, если я ушла, то я ушла, если нет, значит нет, то в таком случае нарцисс вот на этой грани поиграть не сможет с вами. Он вас, так сказать, вытолкнул из отношений своим таким, грубо говоря, скотским таким недружелюбным поведением. И все, конец истории. И нет никакой перспективы для драмы, для вот этого вот какого-то постоянных эмоциональных качелей, для того, чтобы там, не знаю, морочить вам голову. Просто ушла и ушла. Таким образом, нарциссу не вообще с чем играть. Если вам отзывается то, о чем я говорю, и вы чувствуете, что иногда вот вы оказываетесь в отношениях, где сложно как-то разобраться самостоятельно, можете обратиться ко мне на консультацию. Под каждым моим видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личное сообщение, записываемся, и работаем с вами. Потому что иногда нужно просто, знаете, как бы расставить акценты, чтобы понимать, в каком направлении дальше двигаться. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, какие женщины недоступны для нарцисса, исходя из вашего какого-то опыта, я вам буду очень благодарен. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, всегда спасибо. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.